С самого детства Степан вместе с отцом часто выезжал вглубь тайги, чтобы найти еще не тронутые человеком места. Здесь уже ничего не напоминало о человеческой цивилизации. Домашние проблемы, политические неурядицы — все это оставалось где-то далеко. А тут были только ты и природа. Оставив машину в укромном месте, Степан взял необходимые снасти и отправился пешком до бушующей горной реки. Утренняя прохлада бодрила и раззадоривала азарт в молодом мужчине. Он сбросил свой рюкзак на землю и осмотрел выбранное место. Даже если не получится ничего поймать, все равно провести время в таком месте — настоящее удовольствие, подумал про себя рыбак. Время шло. Солнце медленно переваливалось в сторону заката. Мужчина, увлекшись процессом рыбной ловли, не слышал и не замечал ничего вокруг себя. И вдруг по его спине пробежал холодок. Степан обернулся, повинуясь предчувствию, и обомлел от ужаса. Огромный медведь смотрел прямо на него. Этот взгляд и почувствовал на себе незадачливый рыбак, но было уже слишком поздно. Мужчина инстинктивно сделал шаг назад, погружаясь в воду. Уж лучше попытать счастье в потоке, чем в медвежьих лапах, уже принял для себя отчаянное решение Степан, как вдруг заметил какой-то сверток из грязных тряпок в пасти животного. Да и сам хозяин тайги не демонстрировал желания напасть на человека, абсолютно спокойно приближаясь к нему, всем своим видом показывая, что его бояться не стоит. Страх в груди Степана постепенно сменяло удивление и даже изумление, когда он увидел, как подошедший медведь аккуратно положил свой сверток на берег и, еще раз пристально взглянув на человека, развернулся и также спокойно отправился в обратный путь. Когда, наконец, медведь скрылся в кустах, Степан пришел в себя. Вдруг через шум реки до его слуха донесся тоненький писк. И только сейчас мужчина вспомнил о загадочном свертке, который оставил ему медведь. Каково же было его изумление, когда, подбежав к этим испачканным лохмотьям, он обнаружил в них совсем еще крохотного младенца. Степан не мог поверить своим глазам, снова и снова глядя на ребенка, которого держал в собственных руках, прижимая к груди. Как малыш оказался посреди тайги? И почему медведь решил спасти человеческого детеныша, а не бросить его на произвол судьбы? Все эти вопросы кружились в голове мужчины, но главное, нужно было как можно скорее доставить найденыша в больницу, чтобы его жизни ничего не угрожало. Ведь неизвестно, сколько времени провел младенец посреди тайги и что ему пришлось пережить в пасти грозного хищника. Ведь медведю достаточно чуть усилить сжатие своих челюстей, чтобы нанести крохе смертельную травму. Побросав все снасти на берегу, Степан, схватив младенца, помчался к своему автомобилю. Только бы успеть. Билась единственная мысль в его голове. И хотя ребенок не подавал никаких тревожных признаков своего состояния, Степан почему-то больше всего боялся, что жизнь крохи сейчас под угрозой. И вот уже его машина остановилась возле фельдшерского пункта близлежащего поселка. Степан ворвался внутрь, переполошив всех, кто там находился. Вот, ребенок в тайге нашел. Запыхавшись, сбивчиво старался он объяснить медику свою проблему, положив младенца перед пожилым фельдшером. Две местных бабушки, ожидавшие приема, сразу же замолчали, с изумлением глядя на незнакомца. Фельдшер тоже в недоумении посмотрел сквозь очки на мужчину, но, поняв, что происходит, тут же начал осмотр ребенка, попутно задавая массу вопросов. «Мне придется в полицию позвонить, сообщить о вашей находке», — предупредила она. «Да, конечно, звоните», — согласился Степан, уже немного придя в себя. Нужно же узнать, откуда он в лесу взялся и где его родители. Ну, во-первых, не он, а она, улыбнувшись, поправила его фельдшер. «Вы девочку от смерти спасли», — пояснила она. «А во-вторых, с ребенком все в порядке, что крайне удивительно, учитывая историю, которую вы рассказали». Степан расслабленно сел на лавку, понимая, что свою главную задачу он выполнил.
Но теперь предстояло выяснить, откуда взялась эта юная леди посреди тайги и почему медведь отнесся к ней с таким уважением. На все эти вопросы помогла ответить полиция. Как сообщили Степану, Даша, а именно так звали найденную девочку, попала с мамой в аварию на лесной дороге. Не справившись с управлением, женщина с малышкой улетели в крутой кювет, несколько раз перевернувшись. Малышка, вылетев вместе с детским креслом, чудом спаслась от тяжелых травм, отделавшись легким испугом. А вот ее маме повезло меньше. Сильно ударившись об руль, женщина потеряла сознание и несколько дней провела в коме. Но как только она пришла в себя, первый вопрос ее был о дочке. «Здравствуйте!» Войдя в палату, поздоровался Степан. «Это вы та самая мама, которую мы так искали?» — спросил он у молодой женщины. А та ему в ответ улыбнулась. «А да, здравствуйте, это я, меня Настя зовут». Протянула она ему свою руку. Степан легко пожал ее, присаживаясь рядом. «Спасибо вам большое, что дочь мою спасли», — продолжила она. «Я не знаю, как вас отблагодарить». «Да меня то за что благодарить». «Это медведю спасибо», — смущенно возразил мужчина. «До сих пор не пойму, почему он так к ребенку отнесся. Ведь даже мы, люди, порой хуже к собственным детям относимся». А Настя улыбнулась. «Я, кажется, знаю, почему», — ответила она. «И, скорее всего, это не медведь был, а медведица». Степан изумленно посмотрел на нее. «Года 3 назад мы с мужем в тех краях грибы собирали», — начала свой рассказ Настя. «Вот там мы и набрели на попавшего в капкан медвежонка. Андрей — это муж мой», — пояснила она Степану. «Долго тогда не мог с этой ловушкой справиться, уж больно крепко она в медвежонка вцепилась». Взгляд Насти стал задумчивым, будто она снова перенеслась во времена тех событий. Она улыбнулась, вспоминая, как неуклюжий медвежонок пытался напугать странных двуногих. «Тогда-то мы и познакомились», — подвела итог своему рассказу Анастасия с теплотой, взглянув на спасителя своего ребенка. Степан покачал головой, будто не веря в услышанную только что историю. Удивительно. Неужели медвежонок смог запомнить, что люди ему жизнь спасли? Да и мало того, что запомнить, так он еще и отблагодарить смог. Изумлялся мужчина. А девушка улыбнулась. Действительно невероятно звучит, но другого объяснения у меня нет. С этих пор Степан и Настя стали дружить семьями, а для спасенной девочки мужчина даже стал крестным отцом. Теперь они часто ездили друг к другу в гости и, усевшись за одним большим столом за чашкой чая, вспоминали ту самую медведицу, которая стала поводом для их большой и чистой дружбы, заставляя людей снова поверить в добро. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.